Мерт Рамазан Демир возвращается. И возвращается так, что многие не были к этому готовы. Новый проект, новый персонаж и история, от которой буквально сжимает внутри. Но это еще не все. Один из популярных сериалов на этой неделе потеряет актрису. Кого именно? Создатели молчат, а фанаты уже на нервах. Кто-то из вас угадает, но ответ вас удивит. А еще Мурат Йылдырым берется за проект, в основе которого реальные события. И когда вы узнаете, что именно произошло в 1939 году, вы поймете, почему эта история до сих пор вызывает мурашки. Известный актер внезапно отписался от человека, с которым его связывали громкие слухи. Случайность? Возможно. Но детали говорят об обратном. И в конце выпуска мой честный обзор одного нового сериала. Скажу сразу, там не все так гладко, как обещали. Оставайтесь до конца, сегодня будет о чем поговорить. Начнем с того, что по-настоящему заставило остановиться и вчитаться. Платформа Табии готовит сериал «Черная зима», и в главных ролях Мурат Йылдырым и Ханде Дагандемир. Уже только этот каст вызывает интерес, но самое сильное здесь не актеры, а история. Сериал основан на реальных событиях. 1939 год, Эрзинджан. Землетрясение, которое унесло жизни десятков тысяч людей. И вот в этом хаосе, когда все рушится в буквальном смысле, прокурор принимает решение, которое звучит как безумие, он выпускает заключенных из тюрем. Не навсегда. На один день. Чтобы они помогли тем, кто оказался под завалами. Представьте масштаб этого решения. Это не выдумка сценаристов, это реально произошло. Премьера ожидается летом, и я почти уверен, проект будет тяжелым, эмоциональным, и, скорее всего, турецкая аудитория его примет очень близко к сердцу. А теперь к проекту, которого многие ждали с того самого момента, как появились первые слухи. Сериал «Юноша». Наконец-то опубликован первый постер, и в сети сразу началось. Кто-то в восторге, кто-то разнес дизайн в пух и прах. Журналистка Берсен Алтунташ, например, высказалась довольно жестко, мол, это худшая афиша за последнее время, даже студенты на первых курсах фотографии делают лучше. Ну, у каждого свое мнение. Лично мне постер показался вполне достойным. Лаконичный, стильный, без лишнего визуального шума. Иногда простота – это и есть сила. Но вы напишите, что думаете, интересно послушать именно вашу реакцию. Главное – дата. 6 апреля, понедельник. Мерт Рамазан Демир возвращается на экраны и возвращается с проектом, от которого ждут многого. Кстати, внимательные подписчики заметили, что Мерт подписался в соцсетях на своих партнеров по касту Мину Дидимирташ, Салиха Бадимджи и Мелису Дзен. Мелочь. Может быть. Но обычно такие детали говорят о том, что съемочный процесс идет полным ходом и команда уже сработалась. Теперь про сюжет, потому что тут есть за что зацепиться. Главный герой – Юсуф. Парень из пригорода Стамбула, который с детства знает, что такое выживание. Не по книжкам, а на собственной шкуре. Он защищает семью, борется с несправедливостью и единственное, о чем мечтает, спокойная жизнь с любимой девушкой Хазан. Просто жить, просто быть рядом. Но судьба, как это часто бывает, решает иначе. Юсуф оказывается втянут в мир преступности, в борьбу за власть, в классовые конфликты, из которых нет простого выхода. Проходят годы, и он возвращается. Другое имя, другие цели, другой человек. Но раны прошлого никуда не делись, секреты все еще ждут своего часа, а сердце тянет туда, откуда он когда-то ушел. Отдельно скажу вот что. Проект выходит в понедельник, а значит, прямая конкуренция с далеким городом. Многие уже переживают, начнется ли борьба за зрителя. Но я думаю,
паниковать рано. У «Далекого города» давно сформировалась своя аудитория. Это крепкий проект с устойчивой базой. А если юноша предложит сильную историю и динамичный сюжет, он найдет своего зрителя, тут места хватит всем. Посмотрим на первые серии, посмотрим на рейтинги, а дальше будет видно. Пишите, кто из вас планирует включить 6 апреля, очень интересно, какой у вас настрой перед премьерой. Раз уж заговорили про «Далекий город», там тоже есть свежие новости и довольно приятные. Помните, ходили слухи, что персонаж Шахин в исполнении Альпера Чанкая может покинуть проект? Так вот, на данный момент сообщается, что он остается и в 3-м сезоне. Конечно, оговорка, если не произойдет каких-то внезапных изменений, потому что в турецких сериалах, сами знаете, все может перевернуться за одну неделю. Но пока расклад такой, и для фанатов этого персонажа это хорошая новость. И еще кое-что по касту. В проекте появится новое лицо, актриса Неви Нефи. Подробности роли пока не раскрывают, но источники обещают, что ее персонаж добавит истории новых красок и неожиданных поворотов. 3-й сезон вообще, похоже, готовится серьезно. Создатели явно не собираются отсиживаться на старых заслугах, а наращивают и каст, и масштаб. Посмотрим, как это все сложится на экране, но ожидания пока что оправданно высокие. А вот дальше тема совсем из другой оперы. Из личной жизни одного из самых обсуждаемых турецких актеров. И тут есть любопытная деталь, которую заметили самые внимательные. Мерт Йезеджоглу снова в центре обсуждений, и на этот раз повод не новый проект, а его страница в соцсетях. Внимательные подписчики заметили, что актер отписался от певца Эдиса. Казалось бы, мелочь. Но вспомните, совсем недавно в сети активно обсуждали их якобы близкое общение, строили теории, кто-то даже говорил о романе. И вот теперь отписка. Что за этим стоит, можно только гадать. Но контекст добавляет одна важная деталь. Сейчас Мерт состоит в отношениях с Зейни Партукмач, внучкой известной писательницы и психотерапевта Гюльсерен Будайджилы. Так что, возможно, все предельно просто, человек расставил приоритеты. Личная жизнь актеров всегда вызывает бурю эмоций у аудитории, но иногда отписка – это просто отписка. А иногда нет. Пусть каждый решит сам. А вот сейчас к новости, которая по-настоящему интригует. Потому что речь пойдет о прощании. И пока никто точно не знает, с кем именно. Сериал «Под землей» подбирается к моменту, которого многие боялись. Создатели обещают неожиданную развязку, и на этой неделе из проекта уйдет одна из актрис. Вот так, без предупреждения. Кто именно, пока официально не объявлено, и в этом вся соль. Фанаты уже строят версии в комментариях, спорят, нервничают. Многие пишут, что это будет Султан. Но, честно скажу, я в этом сомневаюсь. Персонаж слишком яркий, слишком важный для общей конструкции сюжета. Убрать такую фигуру – это риск, на который создатели вряд ли пойдут. Моя ставка – Пынар. Но это исключительно интуиция, никакого инсайда у меня нет. Так что пишите свои версии, будет интересно потом сравнить, кто из нас угадал. Одно скажу точно, эта неделя «Под землей» будет нервной. И напоследок хочу поговорить о проекте, который я лично успел посмотреть. «С нами ничего не случится», Мерт Рамазан Демир и Мирай Данар. Посмотрел первые серии, и вот какие ощущения. Химия между этими двумя настоящая, живая, ей веришь с первых минут. Тандем получился красивый, на них хочется смотреть. Плюс картинка, операторская и режиссерская работа на высоте, визуально сериал сделан очень качественно. Но вот сюжет, если честно, пока не цепляет. Ощущение, что создатели изначально делали ставку именно на пару, на их взаимодействие, а история вокруг скорее фон.
На один раз посмотреть, расслабиться, отключить голову вполне подходит. Всего в проекте будет 8 серий, и теперь они выходят по одной в неделю. Может быть, дальше сюжет раскачается и станет интереснее. Посмотрим. Если вы уже видели этот сериал, обязательно напишите, совпали ли ваши впечатления с моими. Очень интересно сравнить. На этом у меня на сегодня все. Новостей было много, и, надеюсь, каждый нашел для себя что-то интересное. Если выпуск зашел, не поленитесь нажать лайк, это правда помогает каналу расти. Подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски. И обязательно пишите в комментариях, какая новость сегодня зацепила больше всего, какие сериалы смотрите прямо сейчас и чего ждете в ближайшие недели. Мне всегда интересно вас читать. Увидимся в следующем выпуске, не переключайтесь.